Первый декабрьский снег укрыл территорию школы Линкольн-Хай мягким белым слоем, который вскоре был втоптан шумной толпой учеников. Кира Велес, худенькая первокурсница, ростом в 5 футов, шла по коридору, глубже запахнув свое старое темно-синее пальто. Она привыкла быть незаметной. Слишком многое выделяло ее среди других. Густые темные волосы, одежда из секонда, тихий характер. Семья переехала сюда из городка Фениксвиль после того, как отец потерял работу, и чужой город встретил ее холодно. Школа еще холоднее. «Смотри, куда идешь, Велес», раздалось у нее за спиной. Кира вздрогнула. Голос принадлежал Тревору Хартли, самодовольному сыну мэра, главному школьному тирану. Рядом, как всегда, стояли его приятели Джейк Моррисон и Брэд Чин, наследники богатых семей. Эти трое превратили жизнь Киры в ежедневную проверку на прочность. Она пробормотала извинения и поспешила к шкафчику, мечтая исчезнуть. Никто в школе не знал, что уже в 8 лет она занималась бразильским джиу-джитсу под руководством дяди Майкла, бывшего ММА-бойца. Кира владела силой, но боялась ее применять. Дядя учил: силу используют только тогда, когда выхода нет. Убежищем для нее была библиотека. Там теплая и внимательная миссис Паттерсон всегда находила пару слов поддержки. И еще был Дэнни Роджерс, тихий, умный, добрый парень, с которым Кира сидела на химии. Единственный человек, кто относился к ней как к равной. Однажды после уроков она подняла уроненный Дэнни калькулятор, и именно этот жест стал началом очередной травли. «Ого, девочка из Фениксвилля нашла себе парня!» — выкрикнул Тревор. Коридор мгновенно замер, а телефоны поднялись над головами, готовые снимать чужое унижение. «Пожалуйста, оставьте нас», — тихо сказала Кира. Смех хулиганов только усилился. Они днями преследовали ее и Дэнни, выбивая книги, шепча оскорбления, превращая каждый день в маленькую пытку. Но самое страшное случилось январским утром, когда мороз достиг -15. Кира шла в столовую, кутаясь в свое старое пальто, единственное, что у нее было. «Красивая пальтишко. Нашла в мусорке?» — насмешливо бросил Тревор. Она попыталась пройти мимо, но троица перегородила дорогу. «Может, мы тебе поможем?» — сказал Тревор, и в его глазах блеснул нехороший огонь. Он резко дернул ее за воротник. Изношенная ткань хрустнула и порвалась. Пока она пыталась удержать пальто, Джейк и Брэд рвали его с разных сторон. «Хватит!» — вскрикнула Кира. Но их лишь забавляли ее попытки. Толпа сомкнулась плотнее, кто-то снимал, кто-то смеялся. Еще одно движение, и пальто сорвали окончательно, оставив Киру в тонкой футболке под ледяным январским воздухом. Раздался чей-то испуганный вздох, но никто не вмешался. Кира стояла посреди круга, дрожащая от холода и унижения, и впервые за долгое время почувствовала, что граница между терпением и страхом стремительно тонет.